нас сегодня за окном снежный буран. Завтракаем. Мой любимый авокадо, лосось и творожный сыр. Девочки тут себе сделали булгур и сосиски. И встали мы сегодня поздно, в 9 утра. Идем туда, на другую сторону. Мы только зашли. Мы все взяли белые маски, они бесплатные, чтобы намазать лицо. Я обожаю такие места. Здесь есть вот такой бар, где в вашу стоимость билета входит 1 или 2 маски из глины. И где-то здесь есть второй бар, где можно взять коктейль. Мы красотки. Солнце. Сама вода здесь кажется голубой, но на самом деле она белая, просто из-за того, что в ней содержится кремнезем, то она как бы отражает свет и кажется голубой. Лагуна сама по размеру очень большая. И здесь вот такие всякие заводи, ты можешь ходить, мостики, дорожки. И люди, их тоже много, но они все расходятся по этой территории. И из-за этого нет вот такой вот массовости. Вода в лагуну поступает из недр земли температурой 240 градусов. Бактерии здесь не выживают. И она, эта вода, очень чистая, вне зависимости от огромного количества посетителей. Это коктейли У безалкогольные. меня просто сок, а это как бы лед такой, но я не знаю, лед, короче. Но Он называется Blue Lagoon, голубая лагуна. На самом деле он невкусный, но он красивый для фоточки. Торговка лавой. Кто же Я вот такой, набрала. блин, Я говорю, куда ты главное, нас чтобы привела? в чемодан поместилась, а мне уже он полный. Я хочу показать, что происходит на улице. Самый высокий уровень опасности в Исландии. О, Господи. Здесь так метет, сносит меня. Слушайте этот звук на улице. Метет снег, буран. И сегодня оранжевый уровень опасности в Исландии. Это почти самый высокий. Дороги перекрыты все. Власти закрыли аэропорт. Вылетов и прилетов на сегодня нет. И вот мы сидим дома. Очень жаль терять этот день. У нас были большие планы. Мы собирались на ледник. Собирались в красивое ущелье. Бррр, очень холодно. Но по итогу мы пока до обеда точно проведем этот день в большой компании на вилле. У нас будет традиционный исландский обед. Я вам покажу блюда викингов, которые здесь готовили издавна. Будем смотреть фильмы, пить кофе, чай, греться, общаться и надеяться на то, что погода поменяется. И все-таки этот пикник мы увидим в ближайшее время. Реально сегодня первый день из-за погоды, когда я выспалась. Дегустация. Шеф взяла якісь такі от. Ну, написано лава. Я знаю, які, але вони такі от. Да, крекер. Ну, смотрите. Стол зажу. Это такой стол вредной еды, гора вредной еды. За окном метель, снежный буран. Мы все собрались в гостиной, разожгли огонь в камине. Так уютно, тепло и хорошо. У нас стол вредной еды и будут различные еще вкусняшки. Исландские, местные, все вам покажу. Детишки на улице резвятся в снегу. А вот здесь кое-что готовится в духовке. Тая с девочками смотрит фильм. Вот это лакриця. Лакрицію, хто каже, що любить, я б так от сказала. Какая-то гадость, короче. Я не знаю, що я ніколи цього не їла, я навіть не знаю, що таке лакриця. Я теж. Це українською мовою чи це якою? Дівчаточки, лакриця. Це в нас, ну, хто не пробував, я спеціально взяла на пробу, щоб ви... Такое, как чипсы. Лава чиз называется. Это запеченная голова барана. Это, конечно, ужас страшный. Есть не буду, но посмотрю. То важко виживати, тому
Люди мали не дуже багато їжі і їли взагалі все, що тільки можна було їсти. Наприклад, вони приїжджали от з худобою, розводили, тут бараниця була взагалі основа всякого такого їх харчування, і вони робили з нього одяг, з шерсті, просто шкури ці використовували. І що, їм викидувати оці от субпродукти? Ну ні, звісно, тому їли все, що можна було їсти. Дайте сфотографировать. Вон челюсть внизу. Ну, тобто вона така, ну, стрьомненька, але... Стрёмненько это не то слово. Да, Ну, як але... правильно? От її Або отак і нашу готують, її речі розрізають. Це, звісно, стрьомно, але от щочки, наприклад, ну, мають бути вкусненькими. Це жах. Це баран. Це жах. И вот еще одно традиционное блюдо, это гнилая акула. Я не знаю, какое оно по вкусу, но мы сегодня попробуем. У нас тут вроде погодка немножко налаживается. Настояна на кмині. Тміні. От. Має такий от тминовий дуже вкус, запах, от таке. Тому так от, трошечки. Хто любить, хто не любить, дивиться. Так, погнали. Хто перший у нас кушає акулу? Запах отвратительный, я отсюда слышу. Да, Заметно. так собі. Это даже бальзамированное Господи, тело Боже. какое-то. Да. Ну, я Мы кусочек точно, попробую. с да. нами точно будет все хорошо. Это нужно есть, но не нюхать. Дань, иди ко мне, иди сюда, идите вдвоем сюда, я вас сниму даже. Бальзамированное тело, да? Я не могу проживать. Сюда. Вдвоем подойдите, просто это надо заснять мне. Надо было, может, сразу запивать. Вот вот это. Я ж про що кажу. Берете кусочок і одразу Оно запиваєте. противное, реально Наливайте противное. як Арина? Владик, наливай, потому что так просто не съешь. Можно. Будем дегустировать местный напиток. Вот по вкусу как лекарство какое-то. Водочка их местная. Саша, что? Назад не идет? Извините, это не мое, я лучше Пока мы тут дегустировали барана и акулу вонючую, погода потихонечку начала налаживаться. И вот первое, что мы сейчас знаем, что дорога на Рейкьявик уже открыта. И, наверное, все-таки мы туда сейчас будем выдвигать. Мы все-таки приехали в центр Рейкьявика гулять, несмотря на эту непогоду с утра. Это одна из центральных площадей Рейкьявика. Рейкьявик – самая северная столица мира и культурное сердце Исландии, где проживает более 65% населения страны. Название переводится с исландского как «дымящаяся бухта». Это имя дали первые поселенцы-викинги, которые увидели поднимающиеся клубы густого белого пара над бухтой от геотермальных источников. Вот это все мыло, я его тоже возьму. Помните, я говорила? Асина. Вот почему эта улочка называется Радужной. Поняли? Вот так вот она раскрашена, як веселка. Улица до самого низа идет как радуга, и если повернуться в ту сторону, сейчас покажу, и фотографировать в ту сторону, то будет видна эта церковь на центральной площади. Вот, они все фоткаются туда, но, как по мне, вид лучше вот сюда вниз, на эту улицу. Дождик прошел, солнце где-то выглядывает. Вообще такой красивый центр здесь. Рейкьявик считается одним из самых экологически чистых городов на планете. Здесь нет ни одного промышленного предприятия, и все дома и бассейны отапливаются исключительно за счет геотермальной энергии. Вода, которая течет в водопроводных кранах в Рейкьявике, поступает исключительно из подземных горячих источников. Она очень чистая и считается одной из самых вкусных в мире. В Рейкьявике нет железных дорог и поездов. Общественный транспорт — это исключительно автобусы, а машина — это главное средство передвижения. Это базальт. Здесь все природное, ничего не вытесывали. Вот оно такое и есть. Из него построили здание. Термальная вода даже здесь. Мы вышли на набережную Рейкьявика.
Там вдали виднеются заснеженные горы. Вот это здание Харпа находится прямо на набережной. Здесь, в принципе, все рядом, центральное. Мы зашли внутрь, и отсюда открывается очень красивый вид на набережную также. И на сам океан. Потрясающие окна, такие необычные. А здесь приходят люди, которые хотят поиграть в шахматы. Шахматные турниры проводятся. Видите, выносят столы. Мама не хочет. Тая любит играть, да, мы иногда с ней играем в самолетик. Сумочка. Топульки тоже есть такие, с этими птичками. Все, я выйду отсюда с пустой картой. Вот это мылко здесь, оно дорогое. 20 евро получается. Оно так вкусно пахнет, нереально. Причем цвета есть разные, но вот из всех черное самое кайфовое. Беру я 3 мыла. Одно нам, одно Асе передам в Америку, а одно Ане моей. Это пледик такой, скорее всего. Я в это мыло влюбилась, но чтобы вы понимали, на наши деньги вот один кусочек этого мыла стоит 800 гривен. В общем, я накупила на 16 тысяч исландских крон. И вот я такой человек, я никогда себе ни в чем не отказываю. Когда еще тут буду вообще, в этой Исландии, в Рейкьявике? И я никогда не сомневаюсь, если мне понравилась вещь, я просто, независимо от того, сколько денег у меня на карте, иду, беру и все. Огромная птица это. Обалденно красивые домики у них здесь. Одним из таких самых распространенных видов рукоделия в Исландии считается вязание свитера, различные вещи. Также мыло вот это они обвязывают. Еще что впечатлило, здесь очень уютные домики, такие аккуратные, цветные. Мы, кстати, пока сюда ехали, было очень пасмурно и дождь шел, а когда приехали, солнце вышло. Мы погуляли нормально, даже намного теплее, чем в остальных битвах. Вот эта вот вкусная штучка fish and chips. Это рыбка такая, ну, даже не знаю, как вам сказать. Постараюсь найти ее фотографию, вы здесь вот оставить видео. Если будете гулять по центру Рейкьявика, вот сюда зайдите, в это заведение. Мы бы тоже зашли, но у нас уже деньги закончились реально в сувенирном магазине. Завтра будем лететь домой вечерком. Мама купила Алисе уже сумку с паффинами или пуффинами, не помню. И смотрит еще шапку. Шапку я не буду уже брать, у меня уже денег нет. Тролли, магниты. Я покупаю охранника на дачу нам вот такого. И думала, это шкура какая-то лежит. А это живой кот здесь. Мы уезжаем из Рейкьявика, и валит такой снег, нужно добежать до машины. У меня пакет мокнет. Покупок. Лучше нам, все мамины. Рейкьявик с нами прощается вот таким снегопадом. Пришли в машину. Вот такие мы все. Ой, не могу отдышаться. Давай я закрою, то есть Закрывай.